Всем привет, привет, привет! С вами снова Юрий Пузыревский, и мы уже в традиционном для нас прямом эфире на канале Юрий Пузыревский. Всем привет, привет, привет! Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в чат, как меня видно, как меня слышно. От 1 до 10 оцените звук и от 1 до 10 оцените видео. Как видно и как слышно. И мы начнем. Сегодня у нас интересная тема. Поделюсь сегодня, друзья, с вами инструментами NLP, простыми инструментами NLP, которые будут вам помогать достигать своих целей, настраивать свое сознание и подсознание на достигаторство. Сегодня поговорим о достигаторстве. Поделюсь своими примерами, поделюсь инструментами, которые... Так, прекрасно видно, прекрасно слышно. Павел, очень рад вас видеть. Привет, Брест. Так. Ди это имя, Давыденко, наверное, фамилия. Хорошо, буду называть вас Ди. 10. Хорошо, отлично. Это радует, что есть звук, это радует, что есть видео, это радует, что вы ставите лайки нашей трансляции. Это очень здорово, это очень приятно. Если еще не поставили, то поставьте лайк. Если уже поставили лайк, но забыли подписаться на мой канал, подпишитесь. Хорошо, напишите, пожалуйста, сейчас в чате, а вы давно смотрите меня? Знаете ли вы, кто я такой, чем я занимаюсь и о чем вообще в принципе? Диана, отлично, я угадал. Отлично. Ну, если не забуду ваше имя, то буду говорить Диана. Если забуду, то буду говорить Ди. Что тоже неплохо. Напишите, пожалуйста, знаете ли вы, кто я такой, знаете ли вы обо мне. И доброго вечера, Юрию. Роман! Роман, привет, как успехи? Роман лайкнул, спасибо. Отлично. Привет из Украины. Супер. Роман, для меня украинская мова, я плохо разговариваю на ней, но я ее хорошо понимаю. И, так как я учился в начальной школе в Украине, поэтому мне приятно видеть и украинский язык в этой трансляции. Хорошо, друзья, давайте сегодня поговорим об инструментах. Я даже подготовил небольшую презентацию. Поговорим об инструментах NLP, которые помогают достигать результата. Буду делиться своим опытом, буду делиться своими достижениями, может быть, где-то большими, а может где-то и не очень большими. Но во всяком случае буду рассказывать, как те или иные инструменты NLP для меня были полезны и какую они роль сыграли в моей жизни. Так, Мариша, добрый вечер. Окей, рад всех видеть. Хорошо, давайте сразу с места в карьер. Напишите, пожалуйста, в чат, есть ли у вас цели какие-нибудь, которые вы еще не достигли и, возможно, в достижении этих целей вы немного сомневаетесь, вам может где-то не хватает энергии, может где-то не хватает какого-то ресурса, может где-то не хватает уверенности. Напишите, какие у вас есть цели. Я бы хотел поговорить о целях более таких масштабных, которые там через полгода вы хотите достичь, через год или может быть даже через 5 лет. Напишите, есть ли у вас такие цели и какие вы испытываете затруднения при достижении этих целей. Напишите, какие у вас есть цели и какие вы испытываете затруднения. Это очень важно. Есть. Супер. Если это цели не секретные, то можно написать, что это. Можно написать, что это, чтобы у нас был более такой предметный разговор, более конкретизированный, так сказать. Знаете, NLPеры очень любят все конкретизировать. И я, как истинный NLPер, конкретизирую тоже. Хорошо. А как у вас настроение? Напишите ваши цели, если они у вас есть. Напишите, из какого вы города сейчас смотрите. Какая погода в вашем городе? Вы видите, я сегодня в желтой такой солнечной майке, потому что я скоро поеду на море. Так, не так давно начала смотреть именно вас. Очень понравилось, сразу подписалась. NLP давно изучаю и понимаю.
что чем глубже погружаюсь, тем больше понимаю, что технология неиссякаемый источник. Да, на самом деле, вот я НЛП изучаю уже с 2008 года, это уже 12 лет. Основательно я начал вариться в теме НЛП, уже начал преподавать с 2016 года, начал проводить семинары на эту тему. И действительно сейчас даже я понимаю, что чем больше ты погружаешься, тем больше находишь для себя ресурсов и возможностей, чтобы развиваться. И это круто, это круто. Хочу научиться работать с якорями. Живу в Донецке, погода, ветер. Супер, погода, ветер. У нас тоже сегодня небольшой ветер, но относительно тепло в Минске. Хорошо, хочу научиться работать с якорями. Надо ли цели написать? Если у вас есть такое намерение, если у вас есть такое желание, напишите, конечно, это очень здорово. Вы знаете, я еще заметил вот такую интересную вещь. Когда, если говорить про цели, когда ты свою цель носишь у себя в голове, то есть только ты наедине со своей целью, то ее реализация как бы затрудняется. Но когда ты делишься своими целями, когда ты начинаешь о них говорить, начинаешь о них с кем-нибудь кому-нибудь рассказывать, то эти цели быстрее материализуются. И это не про эзотерику, а про то, что чем больше мы обозначаем свои цели. Да, я в Минске, есть личные приемы. Хочу написать книгу об успехе. Yes. Хорошо. Я думаю, что уже пора начинать ее писать. О чем я говорил? Я говорил о том, что когда ты целями начинаешь своими делиться с обществом, так сказать, твои желания и твои цели становятся озвученными, то тогда больше вероятность, что эти цели будут достигнуты. Это вот уже проверенная такая метаморфоза. Я считаю, что чем больше людей знают о твоих целях, позитивных целях, тем больше у тебя открывается возможностей. Кто-то кому-то расскажет, кто-то кому-то что-то подсоветует, кто-то тебя с кем-то сведет, у кого такая же цель или похожая цель. И это очень здорово. Вот такая вот история. Хорошо, друзья, я смотрю, у нас народу прибавляется. Поддержите нашу трансляцию лайками. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Хочу бросить курить, но не получается. Хорошо, это очень хорошая цель. Сейчас я начну рассказывать. Так, Павел уже начал писать книгу, это очень здорово. В написании книг очень важно писать. Да? Когда пишешь книгу, в словосочетании «писать книгу» есть два слова – «писать» и «книгу». Очень часто мы оставляем и держим у себя в голове слово «книгу», а писать забываем. Но сегодня я поделюсь с вами инструментами, которые вам помогут продвинуться в достижении желаемого. Хорошо, хочу сбросить вес, но не получается. Смотрела эфиры и все никак. Ну смотрите, просмотр эфиров тоже по большому счету не помогает достигать результата. Достигать результата помогают конкретные действия. Добрый вечер всем, немного опоздала. Юрий, вы предлагали мне сегодня разобрать мою ситуацию с несдачей экзамена в ГАИ. Хорошо, Светлана, оставайтесь до конца эфира. И вы мне напомните вашу ситуацию, я приблизительно помню, что вы уже много раз пробовали сдавать, и у вас на площадке с инструктором все получается, а когда вы приходите на экзамен в ГАИ, тогда у вас начинаются, скорее всего, нервы какие-то, и у вас сдать не получается. Я постараюсь вам помочь в конце эфира, а сейчас пойдем по плану, чтобы не отвлекаться. Спасибо большое. Оставайтесь до конца, и я помогу вам, насколько это возможно, в рамках прямого эфира разобрать эту ситуацию. Ну что, друзья, поехали. Я смотрю, у нас уже собралось достаточно много участников. Это очень радует. Спасибо большое за то, что вы со мной. Я включаю презентацию. Та-дам! И первый шаг, который очень важно знать, понимать и осознавать, что достижение деньги пусть заплатят, будут права любой категории. Роман, ну не всегда это так. Не всегда это так. Я, допустим, знаю, что в Беларуси деньги не помогают. У нас их просто не берут.
И это подтверждает Роман. И это подтверждает Роман пресуппозицию НЛП, что карта не равна территории. Где-то есть возможность заплатить деньги, где-то нету. С одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, это не совсем нормально. Ну, то есть, как бы платить за сдачу экзамена. Это как платить за сдачу экзамена в университете. У тебя от этого знаний и навыков не увеличится, а экзамен, он же не просто так придуман. Как раз таки на экзамене есть стресс, и это такое прокачка себя. И я считаю, что это хорошо, когда человек в стрессовой ситуации не получает права. Почему? Потому что ему нужно научиться справляться с этим стрессом. И вот как раз таки Светлана будет учиться справляться со стрессом, посмотрим, как у нее это получится. И когда человек умеет справляться со стрессом на дороге, он более безопасный водитель. Вы же знаете, что придурков на дороге тоже хватает, которые там за какие-то деньги получили права. Поэтому, мое личное мнение, моя карта реальности, это то, что экзамен нужно сдать самому, чтобы ты был не только, скажем так, человеком с правами, но еще и мог блюсти безопасность на дороге и не причинить зла кому-то другому по своей неуверенности хотя бы. Хорошо. Давайте так, давайте теперь про формулировки. Вот если говорить с точки зрения НЛП, да, готовы учиться, хорошо. Если говорить с точки зрения НЛП, про формулировку, да, изначально, что НЛП изучает? НЛП изучает то, как наши слова связаны с нашими мыслями и связаны с нашим телом, да, и как раз таки формулировка целей имеет очень большое значение. Почему я сейчас об этом говорю? Все дело в том, что у нашего сознания, да, у нас нету отрицательных репрезентаций. Сейчас поясню, что это значит. Это значит, что когда мы хотим, вот видите, я здесь на картинке изобразил, я хочу не быть нищим, да, я не хочу быть толстым, я не хочу курить, или я хочу не курить. Каждый раз, когда мы таким образом оцифровываем, да, свои представления о своей цели, у нас все равно появляется картинка того, чего мы не желаем. Сейчас поясню, что это значит. Вот попробуйте сейчас не представлять стакан с водой. Не представлять ни стакан, ни с водой. И скорее всего, прежде чем вы перестанете представлять стакан с водой, вы все-таки его представите. Либо я попрошу вас сейчас не представлять книгу. Вот любую книгу, просто ее не представляйте. Перед тем, как вы ее начнете не представлять, вы все-таки ее представите. И вот это наша ловушка сознания. Да? Очень часто говорят в психологии, что наше сознание или подсознание, оно не воспринимает частицу «не». С точки зрения НЛП этому есть объяснение другое. Да? Когда мы говорим «я хочу не курить», мы так или иначе думаем о сигарете. Либо когда мы говорим «я не хочу быть толстым», мы так или иначе себя представляем толстым. Или представляем другого толстого человека. Или когда мы говорим «я не хочу быть бедным», мы представляем бедняка. Это не является позитивной формулировкой. Так, сейчас почитаю. Расскажите, пожалуйста, про сущностную трансформацию. Давно интересуюсь этой темой. Смотрите, Мариша, давайте я вот прям сделаю принт-скрин. И про сущностную трансформацию мы поговорим на следующем прямом эфире, либо я запишу отдельное видео. Это классная техника, которая такая является усложненным вариантом шестишагового рефрейминга. Лучше ее делать, конечно. Попробуем сделать в прямом эфире. Хорошо. Я хочу быть богатой, я хочу быть стройной, я бросила курить. Отлично. Бросила курить. Вот здорово, супер. Значит, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, смотрите, когда мы говорим о том, чего мы не хотим, мы так или иначе у себя в голове воспроизводим некую картинку, некую репрезентацию с
тем, чего мы не хотим, а чем больше мы это себе представляем, тем больше мы к себе это притягиваем. Сейчас я поясню, почему. Да? Если говорить про второй слайд, вот он такой же. Да? Первый слайд с красными кружочками зачеркнутыми, это, условно говоря, метафорично наша частица «не». Но, однако, когда мы переходим, мы дальше все равно видим ту картину, которую мы как бы видеть не хотим. И это проблема. Это проблема, потому что когда мы формулируем цели таким образом, мы по большому счету ограничиваем себя и загоняем в рамки. То есть когда мы представляем какую-то цель, или когда мы представляем, когда мы чего-то не хотим, мы тем самым себе такую внутреннюю формулировку делаем, что вот туда и стоит двигаться, сами того не осознавая. И это проблема. Как эту проблему решать? Как эту задачу решать? Очень просто. Один из способов это заглянуть за цель. То есть вот вы своими глазами посмотрите, что стоит за целью. Задайте себе вопрос. Я не хочу быть толстым, чтобы что? Да? Быть стройным. Или я хочу бросить курить, чтобы что? Чтобы быть здоровым, чтобы быть энергичным. Либо я хочу не быть бедным, чтобы что? Чтобы быть богатым, или чтобы быть там, я не знаю, самодостаточным и так далее и тому подобное. То есть вот изначально формулировку целей постарайтесь перевести в формат не то, от чего мы убегаем и чего мы не хотим, а в формат, чего мы хотим. И это будет очень сильно вас продвигать. А вот честно скажу, что с формулировки оно все и начинается. Если мы изначально начинаем, ну скажем так, отрицательную формулировку делать, используя частицу «не», используя частицу «без» там, и так далее, то мы себя очень сильно ограничиваем. Поэтому задумайтесь об этом и постарайтесь прямо сейчас уже в прямом эфире, если вы вдруг формулировали изначально, скажем так, не позитивно вашу цель, попробуйте ее переформулировать с помощью вот этой вот техники, посмотреть, а что за целью, для чего я это хочу, и уже из этого сформулировать свою позитивную цель. Хочу уверенно и расслабленно чувствовать себя за рулем автомобиля. Отлично. Хорошо, здорово. Идем дальше. Первая техника. Свобода и независимость. Свобода и независимость. Ну хорошо. Отлично. Идем дальше. Что еще вам поможет в достижении результата, если говорить про техники нейролингвистического программирования? Дальше вам поможет умение диссоциированно представлять свою цель. Сейчас постараюсь пояснить, что это значит. Смотрите, друзья, когда мы, ну, во-первых, в чем разница от ассоциированного представления с диссоциированным представлением, да? Когда я хочу быть стройной и красивой, класс, очень поддерживаю. Я тоже хочу быть стройным и красивым. Но с этими карантинами и посиделками дома как-то не получается. Ну ладно. Хорошо. Что значит ассоциированное представление? Когда мы представляем что-то ассоциированно, то есть мы как бы являемся главным героем. Ведь так или иначе мы свою цель представляем каким-то образом себе. Вот следующим слайдом я вам покажу, как происходит в принципе процесс достижения результата, и вам все станет очень сильно ясно. Так вот, ассоциированное представление о нашей цели, когда мы из себя изнутри как бы видим своими глазами. Чем это хорошо и чем это нехорошо? С одной стороны, это хорошо, что вы можете в полной мере даже ощутить какие-то, испытать какие-то ощущения, связанные с вашей целью. То есть, ну, как бы примериться к цели. Да? Вот посмотрите на картинку, где видна рука с часами. Это как человек ассоциирует, вот допустим, этот человек хочет купить крутой автомобиль, да? И он себе представляет, как он за рулем этим автомобилем. Это ассоциированное представление. А диссоциированное представление о цели – это когда вы видите себя со стороны. То есть вот это совершенно другая картинка, которая находится справа. Да? Человек видит себя диссоциированно, то есть он как бы отсоединился от цели и смотрит на себя со стороны. В чем здесь фокус? Фокус здесь в том, что наше бессознательное, великое, оно по большому счету
не умеет отличать, что-то происходило с нами в действительности, либо это мы себе нафантазировали, нагаллюцинировали, да, там, намедитировали. И, наверное, каждый из вас знает, что вы можете очень хорошо погрузиться в свое желание, знаете, как во сне, в легком состоянии транса, как будто вы действительно там находитесь. Так вот, нашему бессознательному, ему не важно, испытывали ли вы это на самом деле, или это происходило в ваших фантазиях. И когда это происходит, вашему бессознательному уже не так интересно помогать вам в достижении вашего желания. Так, может, вы имеете в виду 3 степени восприятия? Ну, не 3 степени восприятия, 3 позиции восприятия. Нет, я говорю не про 3 позиции восприятия. Я прекрасно знаю, что такое 3 позиции восприятия. Я вам говорю про ассоциацию и диссоциацию. То есть уметь себя представить диссоциированно в цели. Сейчас я покажу одно сообщение. Какой-то котик Мяу пишет: как всегда, одни девки наупишничают, бедные парни. У нас тут хватает мужчин. Мужчины, отзовитесь, напишите, я мужик. Напишите прямо в чат, чтобы котик Мяу понял, что у нас не только одни девушки. Девушки просто более свободно общаются. Мужчины сидят, слушают и записывают, делают свои дела еще параллельно, я уверен, и планируют достижения своих результатов. Поэтому, котик Мяу, можете расслабиться. Я смотрел статистику своего канала, у меня мужчин больше смотрят канал, чем женщины. Хотя на тренингах чаще появляются больше девушек. Тому тоже есть объяснение определенное, потому что девушки более открыты к помощи извне. Мужчине это сделать сложнее. Здесь мужики, отлично, мужики есть. Хорошо. Окей. Понятно, что такое ассоциация и диссоциация. Так вот, для того, чтобы вам лучше достигать вашей цели, вам нужно себя представлять со стороны. Если вы хотите крутую машину, увидьте себя со стороны в этой машине или рядом с этой машиной. Ну тогда я спокоен. Котик... Так прикольно, что котик Мяу, я вот, если честно, думал, что это девушка. Видите, вы тоже почему-то свою идентичность скрываете. Мы коммуникабельные и болтушки. Да, девушки больше любят поболтать, чем мужики. Вот, вернемся к диссоциации. Если вы хотите классный автомобиль, вам нужно себя представлять со стороны. И если вы хотите быть стройной или стройным, вам нужно увидеть себя стройным или стройной. Любая цель, в которой вы от себя представляете, которой вы хотите обладать, для того, чтобы этого достичь лучше, это уже доказано, лучше ее представлять со стороны и себя в этой цели представлять со стороны. Можете даже прямо сейчас провести небольшой эксперимент. Вот прямо сейчас. Обычно это точно. Хорошо. Напишите сейчас в чат, кто занимается спортом. Напишите в чат, кто занимается спортом, и если вы любите заниматься спортом, напишите «я занимаюсь и я люблю», а если вы занимаетесь спортом и вы не любите, напишите «я занимаюсь, но не люблю», ну прям не испытываю кайф. А еще напишите в чат «я хочу любить заниматься спортом, но не занимаюсь». Как раз моя тема с автомобилем. Вижу себя за рулем авто со стороны. Хорошо. Я. Отлично. Отлично. Вот напишите. Сейчас небольшой эксперимент по поводу диссоциации проведем. Хочу себе НЛПершу. Отлично. НЛПершу можно найти на тренинге НЛП. Считается. Но йога, знаете, так. Йога, она больше, наверное, для удовольствия. Я против спорта, только если шахматы. Хорошо. Хорошо. А теперь представьте, моя подруга рядом начала качать пресс после ваших слов. Пусть качает, отлично, я занимаюсь и люблю физические нагрузки. Угу. Отлично.
А теперь давайте немного разберем, как вы себе ставите цель пойти на тренировку. Если вы, я хочу любить заниматься спортом, но пока его ненавижу. Вот сейчас, Наталья, вам будет уже небольшая подсказка, как это все-таки делать. Смотрите, вот если вы сейчас представите, что вы собираетесь на тренировку. Не знаю, какая тренировка, ну давайте там силовая тренировка, либо, давайте возьмем пробежку. Пробежка ранним утром в 7 утра в холодную погоду, такая не самая комфортная история, да? И когда вы вот собираетесь на пробежку, вы представляете, как вы бежите по стадиону холодным утром. Друзья, кто нас смотрит в ТикТоке, заходите, пожалуйста, в YouTube мой, Юрий Пузыревский. Тут идет трансляция с презентациями, со всеми делами, поэтому заходите сюда. И вот вы представляете, что вам сейчас стоит выйти на улицу, где может быть дождик моросит, прохладно. И, конечно же, мотивация отсюда не поднимается. И вы, скорее всего, представляете это все ассоциированно. Вы видите ваши руки, может быть, ноги, одежду, но вы смотрите из себя. И вы представляете, что идет дождь. И, конечно же, большого желания от этого не возникает. А теперь попробуйте сделать немножко по-другому. А теперь попробуйте представить и увидеть себя на этом же стадионе, в эту же не самую лучшую погоду, но увидеть себя со стороны, как вы бежите по этому стадиону. Попробуйте прямо сейчас проделать вот эту вот манипуляцию с собой. И вы заметите вот какую вещь. Вы заметите, что когда вы представляете себя со стороны, ваша мотивация куда больше возникает. Вам хочется скорее это сделать. Ну или если не скорее, то во всяком случае у вас нету такого вот отторжения, либо демотивации. Почему так происходит? Потому что когда мы представляем что-то ассоциированно, то есть из себя, своими глазами, главным героем, у нас очень много ощущений в этом всем. И когда у нас есть ощущения, они не всегда приятные. Они не всегда классные. Поэтому, когда мы начинаем смотреть на себя самого со стороны, то мы в этот момент отключили ощущения, и мы представляем свою цель, и наша мотивация возникает уже куда гораздо сильнее. Друзья, кто нас смотрит в YouTube, пожалуйста, во-первых, если вы смотрите меня первый раз, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Это будет очень здорово. Я смотрю, у нас новые участники появляются, и кто-то машет даже ручками. Отлично. Хорошо, напишите вашу обратную связь вот насчет пробежки, когда вы ее представляли ассоциированно и когда вы ее представляли диссоциированно. Разница в ощущениях и разница в желании, разница в возможности это сделать. Очень важно сейчас, чтобы вы поделились со мной вот этим результатом, который у вас получился за счет диссоциации. Это очень мощная стратегия. Латчики поставили, отлично. Это очень мощная стратегия, и очень важно уметь у себя в голове, когда вы формируете какую-то... Это как фильм смотреть о себе, да, но там нету ощущений и есть больше желания это сделать. То есть смотрите, когда вы видите себя со стороны, ваше бессознательное, оно как бы понимает, что у вас этого еще нет, а вы это хотите. А когда вы ассоциированно что-то представили, да, когда вы как будто там побывали, то есть такое ощущение для вашего бессознательного сигнала, что ну как бы решение закончилось. Конечно, есть разница, когда со стороны всегда легче и ярче. Отлично. Да, об этом я и говорил. Хорошо, это второй инструмент. Второй инструмент в достижении результатов с помощью НЛП. Первый — это грамотная формулировка без отрицаний, то есть позитивная, да, назовем ее так. Второй инструмент — это уметь представлять свою цель диссоциированно, то есть видеть себя со стороны, уже достигшим этого результата. Тогда ваша мотивация, тогда ваше желание и в том числе ваше бессознательное будет помогать вам достигать этого результата. Идем дальше. Следующее. Вам нужно иметь некий инструмент измерения. Инструмент измерения и понимания, а вообще движетесь ли вы к своей цели или нет. Сейчас поясню, что это такое. А мне, кстати, интересно, вы видите мой курсор на трансляции или не видите? Наверное, не видите. Ну ладно, хорошо, тогда буду рассказывать словами. Если курсора не видите,
буду рассказывать словами. Есть такая модель, которая называется модель Toad. Видно курсор. Модель Toad — это модель достижения результата. Так или иначе, каждый человек во время своей жизнедеятельности ему приходится ставить и достигать целей. Даже если мы говорим о каких-то банально небольших вещах. Вот сейчас мне захотелось попить водички, я представляю, как я беру и пью водичку. То есть мне нужно у себя в голове каким-то образом сформулировать вот этот образ и какой-то инструмент понимания, что я эту цель достиг. Сейчас я сделаю глоток. Смотрите, друзья, модель Toad. Тест 1, операции, коротко объясняю. Тест 1, операции, тест 2 и выход. Что это значит? В каждом из нас есть определенный алгоритм достижения результата. И модель Toad описывает как раз-таки ваше целенаправленное поведение. Я его назову таким образом. Что значит тест 1? Тест 1 — это когда вы формулируете какую-то цель. А когда вы формулируете какую-то цель, вы, скорее всего, себе что-то представляете. Как это происходит? То есть, опять же, на примере с водой. Я сначала представил, что моя рука держит стакан воды, и я там испытываю какие-то ощущения, когда ее пью. Да, то есть мы чаще всего у себя формулируем некую картину достижения. Когда мы находимся в точке тест 1, это как раз таки то, когда мы цель себе сформулировали. Дальше что происходит? Дальше происходит вот что. Мы делаем множество действий. В зависимости от цели, мы делаем 1 шаг, 2 шага. Даже вот в моей операции, когда я представил стакан воды, что мне нужно попить, я сделал уже несколько операций. Во-первых, я там отпустил мышку, во-вторых, протянул руку, потом, то есть сделал несколько операций, попил, и тогда мой тест 2 закрылся. Что это значит? То есть у меня в голове уже были сформулированы какие-то критерии, как я пойму, что я эту цель достиг. И если бы, допустим, мой стакан с водой оказался пустым, и я не смог попить воды, то мне бы пришлось делать еще дополнительные операции, чтобы пойти в другое место, допустим, на кухню, набрать воды и ее попить. И только тогда бы я смог выйти из этого. Для чего я говорю? Вот по этому принципу работает автомобильный навигатор. Сейчас вы поймете. Как работает навигатор? У вас есть телефон, экран какой-то, то есть устройство, которое находится в пространстве, где вы едете. Есть некая карта. И ваше устройство постоянно отправляет сигнал на спутник. Спутник этот сигнал получает, и потом спутник отправляет сигнал обратно в навигатор, для того, чтобы он корректировал на этой карте ваше местоположение. И получается некая такая петля. Каждый раз, когда мы достигаем какой-то цели, мы сначала ее сформулировали, потом мы делаем определенные операции, действия, потом мы входим в точку 2, мы осознаем или понимаем, достигли мы цель или не достигли. И если тест 1 не равно тесту 2, то мы возвращаемся опять в тест 1, мы опять проверяем свою цель, потом делаем опять операции, потом опять сравниваем. Мы к цели приблизились или от цели отдалились. Если вдруг тест 1 стал равно тесту 2, то есть то, что мы хотели, стало действительностью, то, что есть сейчас, то мы выходим из процесса. То есть вот эта модель Toad, она объясняет наше целенаправленное поведение. Все очень просто, но не так просто, как кажется, когда мы в реале действуем. Вот почему. Все дело в том, что иногда мы держим, условно говоря, тест 1, держим цель какую-то одну, но делаем какие-то действия, которые нас либо не приближают к этой цели, либо они нас ведут куда-то в сторону, либо еще хуже, отдаляют от этой цели. Например, когда мы хотим быть здоровыми и мы хотим похудеть, то
получается, мы можем питаться не совсем полезной пищей, и это приведет к чему? Скорее всего, это не приведет к вот этому уравниванию, то есть это не приведет к нашей цели, да? И нам обязательно нужно, когда вы поставили определенную цель, вам нужно завести, я рекомендую это делать либо на бумаге, либо вот таким образом, вот смотрите, либо на бумаге делать некую себе шкалу, где 0 это я еще 0% достижения своей цели, а 10 это я уже цель достиг. И постепенно, пока мы делаем определенные шаги, нужно себе подтверждать какой-то, здесь можно либо проценты разместить, я вот сделал шкалу от 1 до 10, чтобы мы понимали, когда мы проделываем наши действия, мы вообще приближаемся к тому, чтобы тест 1 стал равно тест 2, либо мы вообще отдаляемся. И вот это очень важный момент, который многие люди игнорируют. Очень многие люди начинают очень долго и упорно медитировать на свою цель. Хотя я против медитации ничего не имею. Хорошая технология. Я даже обучаю на курсе NLP практика, как медитировать и погружать себя в транс для расслабления, для настройки своего подсознания. Но очень часто люди в медитациях, они забывают делать шаги, делать вот эти самые операции. И это проблема. Для того, чтобы у вас этой проблемы не возникало, вам нужно завести некую шкалу, некий критерий оценки. Вообще вы движетесь в направлении к своей цели, если или нет. И если вы движетесь в направлении своей цели, то вы, соответственно, и корректируете свои действия. То есть вы понимаете, вы к цели приближаетесь или отдаляетесь. Если вы от цели отдаляетесь, то, наверное, нужно изменить какие-то действия. Если вы движетесь к своей цели не так быстро, как хотелось бы, то тоже, возможно, можно изменить свои какие-то действия. То есть вот очень важно уметь для себя отмечать свою динамику, уметь отмечать, движусь я в нужном направлении, либо нет. Могу с вами поделиться вот еще одной историей. То есть вы можете делать вот такую шкалу, а я делаю еще вот что. Сейчас включу себя, сделаю большим. У меня есть вот такая вот штука. На этом листе бумаги есть 1000 квадратиков. Я не буду сейчас озвучивать свою цель. Сейчас можете заскриншотить. Я не буду озвучивать свою цель. Единственное, что могу сказать, что на этом листе бумаги есть 1000 квадратиков. И эти 1000 квадратиков, они символизируют 1000 шагов к моей большой цели. И когда я делаю каждый очередной шаг, я, соответственно, галочкой помечаю квадратики. Таким образом я начинаю видеть и осознавать, насколько я, во-первых, быстро двигаюсь к цели или не двигаюсь к ней вообще. Как часто, то есть вот это инструмент, когда вы можете отслеживать свою динамику движения к цели, он очень помогает давать самому себе обратную связь. То есть смотрите, в модели Toad, сейчас я ее открою опять, в модели Toad вы постоянно проходите как бы по петле. Вы проходите по петле, и каждый раз, когда ваш результат не соответствует с вашей целью, с вашим желанием, вы должны себе дать обратную связь. Туда ли я двигаюсь? Движусь ли я туда или не туда? Это очень важно осознавать, потому что когда вы просто хаотично делаете действия и не осознаете, насколько вы близко к своей цели, это печально. Что еще нужно знать? Вам нужно четко отвечать себе на вопрос, как я пойму, что я этой цели достиг. Это тоже еще один важный момент, если хотите достигать чего-то. Вот нужно реально, критериально во всех субмодальностях уметь описать свой результат. Желательно, когда вы видите себя со стороны. Если вы хотите много денег, то должна быть сумма.
и должна быть какая-то вербализация. Если вы хотите там какой-нибудь предмет, там автомобиль, водительские права, нужно их себе представлять, как вы их держите. Если вы хотите быть стройным и красивым, то тоже очень здорово, если вы можете себя представить стройным и красивым. Иначе говоря, вы можете вот с чем столкнуться. Сейчас поделюсь с вами одной своей историей. Хотите историю? Как пойму? Вот смотрите, это, допустим, цифра веса, это очень здорово, но цифру вы можете видеть в любой момент времени. Да, цифру вы можете видеть... Ну, смотрите, цифра вас самих сильно не приблизит, но если вы увидите себя... Я знаю, у девушек есть такие платья, в которые они перестали влазить, и они являются для них неким эталоном. Да? Это, знаете, как там, в 25 лет, вот это, в этом платье я в 25 лет была такая-то, такая-то. А оно висит сейчас до сих пор, да, а мне сейчас уже 28, и я в него не влажу. Вот это будет хорошим. Например, например, заработок. Я хочу зарабатывать 5000 УЕ в месяц. Это цель. Ну да, хорошая цель. Единственное, что у меня на канале есть видео, где я подробно рассказываю о том, почему не стоит сильно увеличивать вашу цель. Сейчас поясню. Если вы сейчас зарабатываете, там, не знаю, 500, то 5000 это будет умножить на 10. А если вы умножаете на 10, то вы можете скатиться в откат. Что это значит? Цель настолько большая, что мне даже страшно ее достигать. И каждые шаги, которые я буду делать, сейчас поясню. Сейчас сделаю себя опять большим. И каждые шаги, которые я буду делать, они не будут очень существенными. Ну, допустим, вы зарабатываете 500, я не знаю, сколько вы зарабатываете, а хотите 5000. И вдруг вы стали зарабатывать 600, и вы не можете себя искренне за это похвалить и порадоваться этому результату. Хотя, допустим, $100 от 500, это сколько? Это 20%, хотя вы стали зарабатывать аж на целых 20% больше. Но по сравнению с этим большим результатом, допустим, в 5000, это будет совсем мало. И вы таким образом можете загнать себя в не очень хорошее состояние. Я рекомендую от текущего результата умножать, допустим, на 2. Если говорить про какие-то цели, которые можно измерять числами, цифрами, если говорить про деньги, то если вы сейчас зарабатываете, допустим, 500, то лучше поставить себе цель зарабатывать 1000. А когда вы станете зарабатывать 1000, поставите себе другую цель, зарабатывать 2. Лучше умножать на 2, ну или максимум на 3. Потому что если умножаете больше, чем на 3, то да, если 2500, то 5000 это умножить на 2. Совершенно верно. Да, отлично. Поэтому имейте в виду, это очень, очень такая важная вещь, потому что в практике могу сказать так, что приходится иногда работать с людьми, которые словили откат именно от нереально огромной цели. То есть эта цель самому человеку кажется слишком большой. Вот слишком большой, такой большой, что аж страшно. Поэтому обратите на это внимание. По поводу еще достижения целей. Вот смотрите, я не просто так привел модель Toad. Что происходит, когда вы достигли свою цель? Сейчас я опять включу презентацию. Когда вы достигли свою цель, у вас как бы происходит выход из вот этой вот петли обратной связи. То есть тест 1 стал равно тесту 2, и вы выходите. Вы выходите и готовы уже приниматься к следующей цели. Если цель поставлена нечетко, неявно, то вы можете делать бесконечное количество операций и все равно не будете понимать, что вы эту цель достигли или не достигли. А когда вы не понимаете, достигли вы эту цель или не достигли, может даже такое случиться, что вы заболеете. Потому что когда цель не была явно обозначена, и когда вы себе не дали сигнал о том, что «О, я этого уже достиг, пора поставить новую цель»,
это все происходит, когда мы нечетко оформляем свои цели, то тогда начинает, то есть вроде как тоут закрылся, да, то есть вы сделали выход, но вы продолжаете делать те же самые старые операции, которые уже ни к чему не ведут. И тогда может случиться такая вот история, даже болезнь. Поделюсь своим опытом. Я хотел стать тренером НЛП международного уровня, и для меня критерий был, что я езжу в разные страны, в том числе в Европу. И когда я первый раз проводил семинар в Риге, ну а Рига это вроде как Европа считается, я провел семинар, провел тренинг, и я после этого семинара заболел очень сильно. Ну, там большая температура поднялась, причем это был не вирус, ничего, просто очень плохо, сильно заболел. И это является на самом деле критерием того, что просто не была поставлена следующая цель. Поэтому, если вы достигли какого-то результата, пускай минимального, постарайтесь все-таки, когда вы поняли, что цель достигнута, ставить сразу следующую цель, потому что без цели вы будете ходить, делать очень множество операций и не будете понимать вообще, вы движетесь, не движетесь. И чаще всего люди сами себя ограничивают за счет того, что не могут конкретно и внятно себе объяснить, как я пойму, что я эту цель достиг. Так, вот видите, тут опять же карта не равна территории. УЕ она хочет, хорошо, не УЕ. Это здоровое желание, а ничего здесь такого. Вот. Котик Мяу, возможно, вот видите, Наталья, она хотя бы имя свое, да, обозначает. То есть она идентифицирует себя, понимает себя. Вот человек, я вот в соцсетях обращаю внимание, что тот, кто себя не показывает, он действительно... Проблемы с идентичностью у человека. Мне так кажется. Не буду утверждать. Видите, даже было сложно. И на самом деле, да, Наталья, есть люди, которые не любят, когда у кого-то что-то получается. Чего вы такие злые? У меня бизнес работающий, стало интересно, как удвоить. Зачем так зло писать? Совершенно нормально. Видите, знаете, есть такая хорошая поговорка народная, которая звучит следующим образом. Твой настоящий друг – это не тот, кто тебя может поддержать в беде, а кто может искренне порадоваться твоему счастью. К сожалению, таких людей не очень много. Я сам не знаю, кто я и что. Ну и все. Ну вот человек не знает, кто я. Отлично. Котик Мяу развлекает сегодня наш эфир. Отлично. Идем дальше. Дальше. Что вам еще поможет? Что вам еще поможет в достижении результатов? В достижении результатов вам будет очень хорошо помогать, если вы будете осознавать, какие у вас есть ресурсы для достижения этой цели, потому что ресурсы это наше топливо, да? Это топливо к достижению. Ресурсы могут быть как материальные, так и нематериальные. Ресурсы это деньги, жилье, ресурсы это какие-то полезные связи, это даже количество подписчиков у вас там в Инстаграме и в Ютубе, ну, в зависимости от вашей цели, конечно. Ресурсы это поддержка окружающих, ресурсами может быть все что угодно, то, что вам дает энергию и возможности для достижения, то есть то, что вам дает некую энергию, в обмен которой вы приближаете к своей цели. И важно еще знать свои препятствия. Почему это важно знать? Потому что когда мы продумываем максимально количество препятствий, которые у вас могут возникнуть на пути к достижению целей, вы к ним уже готовы и вы уже начинаете продумывать, как эти препятствия преодолеть. Если вы идете просто или плывете по течению, то вам будет цель достигать сложнее, потому что вы к препятствиям будете не готовы, вы их не продумали, не осознали, и это будет дополнительный стресс, и это будет скорее вас отдалять. Ресурсы тоже очень важно продумать и прям прописать. Почему я сделал такой слайд, прям вот с такими полосочками, можете заскриншотить, просто пропишите. Даже само прописывание ресурсов и прописывание препятствий,
оно уже облегчает процесс достижения цели. То есть вы начинаете лучше осознавать, что вам может помочь, а что может, наоборот, вас затормозить. Более того, список препятствий – это список подцелей, которые вам помогут достигать желаемого. То есть вот это одно препятствие – это как один дополнительный шажок к вашей цели. Окей, как ваше настроение, как ваше состояние? Как ваше настроение, как ваше состояние? Напишите, оцените от 1 до 10, как вы себя чувствуете. Не устали еще? Как вам наш прямой эфир? От 1 до 10 оцените свое состояние сейчас. У меня есть еще несколько важных вещей и рекомендаций, которые с точки, можно пример препятствий. Ну смотрите, Наталья, все зависит от вашей цели, я же не знаю вашу цель. Ну какие? Отлично, 10. Ну если говорить про вашу цель, что у вас есть бизнес и вы хотите с 2,5 добраться до 5. Да, что, я не знаю, какой у вас бизнес, но вам нужно подумать, что может быть вообще в принципе препятствием. Да? Сейчас вот там пандемия идет, вторая волна. Может люди перестанут меньше покупать ваши продукты, а может быть сезонность какая-то. Да? И когда вы эти вещи прописываете, когда вы их понимаете, то вы ищете пути уже решения. Время, деньги, настойчивость, целеустремленность. Отлично, отлично. Здорово. Наталья, напишите, удалось ли мне привести пример и помогло ли вам это. То есть препятствий есть очень много. Ну, давайте на своем примере. Я когда-то хотел стать тренером нейролингвистического программирования. У меня из ресурсов на самом деле было очень мало. У меня самым главным моим ресурсом это было мое великое желание просто добиться этой цели, чтобы я стал востребованным профессионалом в области нейролингвистического программирования. Какие у меня были для этого препятствия? Препятствий было много. Начиная от того, что я не мог... Первое мое препятствие это было, что я еще занимался другой деятельностью, у меня был другой небольшой бизнес, и у меня не хватало просто времени. Нехватка времени это тоже препятствие. Потом у меня не было психологического образования, а это как бы желательно. Можно и без него, но желательно. И вот таким образом я вывалил себе прям список препятствий, которые мне стоило преодолеть для того, чтобы достаточно хорошо и быстро достичь этой цели, я вот так скажу. Хорошо, отлично. Вижу, что вы себя хорошо чувствуете. Так, те, кто себя чувствует не очень, можете сделать вот какое упражнение. Если у вас нету на ушах сережек, просто потрите вот так ушки прямо сейчас, и вы начнете себя через несколько минут чувствовать себя намного лучше. Что можно сделать еще? Можете потереть вот так себя, порастирать свое тело, кровь начнет ходить, и вы очень быстро взбодритесь. Полю фишку, как можно себя еще взбодрить. В такой ситуации, когда вы сидите и смотрите стрим. Препятствие, недостаточный стресс. Это тоже препятствие. Светлана, спасибо, что пишете. Да, и смотрите, друзья, когда у вас есть список препятствий, вы уже хотя бы понимаете, что с этими препятствиями можно каким-то образом бороться и составляете план, как действовать против этих препятствий, да, как их преодолевать. Да, там, недостаточная стрессоустойчивость, поработайте с коучем, с психотерапевтом, проделайте какую-то практику. Ну и так далее. С стрессоустойчивостью тоже есть множество инструментов работы. Так, у меня есть психологическое образование, но по жизни я не очень ориентируюсь. Окей. Это, я же не знаю, какая у вас цель. Мы сейчас говорим больше о препятствиях. Хорошо, друзья, как ваше состояние, настроение? Попробуйте себя немножко вот так растереть. Или еще хорошо работают вот такие похлопывания. Прям похлопайте себя, вы взбодритесь очень сильно. Давайте идти дальше. Когда у вас есть список ресурсов и есть список препятствий, вы можете переходить к дальнейшим действиям. А дальнейшие действия – это очень интересная штука. Это самоидентификация, моделирование и ресурсное окружение. То, что будет помогать. Почему я все это сгрузил в один слайд, сейчас вы все очень поймете. Смотрите, когда вы хотите достичь какой-то цели, жизненно важной для вас, вам придется столкнуться с
проблемой самоидентификации. Сейчас поясню, что это значит. То есть когда вы уже обладаете чем-то, вы становитесь другим человеком. Ну, как у нас меняется самоидентификация? Ну, очень часто, да, человек, допустим, работал в найме, и вдруг он решил стать предпринимателем. Это совершенно две разные идентичности, даже если человек занимал какую-то топ-позицию в компании. Я интроверт, отлично, лучше иногда подождать, чем ввязаться куда не надо. Котик мяу. Ну, ладно, не буду комментировать. Окей. И работа со своей идентичностью очень важна. То есть, когда вы... Ну, давайте такой простой пример сейчас приведу. Когда девушка толстая, она себя считает, она себя идентифицирует как непривлекательная девушка. Она себя так называет. Непривлекательная девушка. И так всю жизнь ждать, это я не понял про что. Наталья, если можете, повторите. А когда девушка стройная, она себя идентифицирует и называет себя стройной девушкой. Да? Или когда человек, ну, допустим, давайте на моем примере, когда я был просто предпринимателем, там занимался какими-то делами, у меня была одна идентичность, да, я себя считал там предпринимателем просто. Да? А когда мне стоило стать тренером нейролингвистического программирования, это совсем другая идентичность, это совершенно другое самовосприятие и совершенно другой образ жизни на самом деле. Если, когда я занимался другими делами, мне не нужно было особо следить за своим внешним видом, за своей прической, за своей одеждой, даже за своими ногтями, это одно, да? Но когда я себя стал ощущать, самоидентифицировать как тренера нейролингвистического программирования, я стал понимать, что все-таки это совершенно два разных человека. Ну, согласитесь. И когда человек, допустим, ездит на метро и на транспорте, он пассажир. А когда он владеет автомобилем, ездит на автомобиле, он водитель. И это тоже две разных идентификации. Так вот эту свою идентичность, ее нужно сформулировать. И здесь как раз таки очень хорошей метафорой будет Арнольд Шварценеггер. Если вы читали его автобиографию, он говорил следующую фразу. Ну, говорил и говорит, наверное, уже жив еще. Он говорит, что когда я себе ставлю какую-то цель, я сначала себя представляю этим человеком. А когда я себя этим человеком представил, я себя начинаю вести соответствующим образом. И это очень важно. То есть здесь очень важно себя назвать кем-то. Вот если говорить про пример Натальи, она предприниматель. Вот два предпринимателя. Есть предприниматель, который зарабатывает 2500, а есть, который зарабатывает 5000. Да? Это уже разные люди. Поэтому важно научиться себя называть тем человеком, которым вы хотите быть. Если в моем случае было, то я прям так и называл себя. Я тренер нейролингвистического программирования. В первую очередь я называл себя у себя так внутри. Потом я начал уже называть себя так в окружении. То есть когда с кем-то знакомился, то я себя уже называл таким образом. То есть я мысленно, да, я уверенный водитель, супер. Я мысленно уже готовил себя и свое бессознательное к тому, что мне пора изменить идентичность. То есть, если говорить там в случае с Натальей, то вы уже должны каким-то образом себя по-другому назвать. Если вы себя называли, допустим, я там владелица маленького бизнеса, то может быть это моя галлюцинация сейчас. Вам нужно подобрать свою формулировку и начать себя называть таким образом. Я владелица среднего бизнеса, к примеру, да. То есть вам нужно здесь поработать с формулировками, или вы хотели в личку прийти на консультацию, можете меня найти и написать мне в Телеграме, в Инстаграме, где угодно. И мы с вами договоримся, поработаем, пообщаемся на эту тему, если вам интересно. Или на ту тему, которая вам действительно важна сейчас. И вот эту... спасибо, очень круто. Пожалуйста. Здесь очень важно, вот я специально оставляю на это время, вот пока вы себя не начнете внутри у себя называть тем человеком, которым вы хотите быть, обладая той целью,
то вам, скорее всего, будет тяжело достигать этого результата. Я боюсь публичных выступлений, что делать? Ну, смотрите, вы можете продолжать бояться, можете начать выступать. Я же не знаю, какие у вас цели, Мариша Реутова, которая. Я не знаю, какая у вас цель и как же я могу вам подсказать. Больше того, могу сказать, что я тоже боюсь публичных выступлений. Представьте себе, я их одновременно и боюсь, и люблю. Ну, то есть любой оратор, любой человек, который выступает перед публикой, любой артист вам скажет, что он боится публичных выступлений. Любая рок-группа всегда боится перед выходом. Это волнение, оно такое перманентное. Оно происходит, потому что у нас всплывает наш страх, который называется страх неизвестного. Потому что каждый раз ты встречаешься с новой аудиторией, и каждый раз ты не знаешь, что будет происходить. Понимаете? Да, я вам напишу, вижу, отлично. Я владелец собственного бизнеса, успешного и динамичного, развивающегося. Отлично, хорошая формулировка. Можете просто добавить еще более какой-то конкретики. Какого именно бизнеса, там, ну, чуть-чуть сконкретизировать. И таким образом, вот хотите верьте, хотите нет, я себя стал реально называть тренером НЛП. Более того, я потом стал, когда уже осмелел, когда уже привык к этой идентичности, я стал таким образом представляться, когда, вот смотрите, когда мне люди задавали вопрос при каком-то новом знакомстве: Юра, а чем ты занимаешься? Я говорил: я тренер нейролингвистического программирования. Хотя я еще не вел тогда тренинги, но у меня была эта такая большая цель, и мне нужно было прямо в себя вживить эту идентичность. Вам нужно тоже вот прямо вживить в себя эту идентичность. Вот Арнольд Шварценеггер, он прям такой прям НЛПер. Я думаю, что он сознательно НЛП не изучал, но изучая его биографию, могу сказать, что он много делал таких четких, правильных вещей с точки зрения нейролингвистического программирования. Вот, поэтому постарайтесь в себя вживить это. Я тоже боюсь публичных выступлений, но всегда иду на это со страхом, за страхом рост. Да, за страхом рост, и не нужно с ним бояться, нужно научиться воспринимать его как нечто естественное. То есть вы должны просто знать, что любой человек, который выступает публично, какое-то время, 3, 5, 10, 20 минут, он волнуется. Но страх проходит, когда он начинает уже вести свою публичную речь. Страх проходит, когда он понимает, что он в безопасности. Это такой вот наш древний страх, и вы с ним ничего не сделаете. Многие даже известные ораторы и известные актеры говорят, что если страх публичных выступлений у меня пропадет, то, наверное, либо я уже мертвый, либо мне стоит уходить из профессии. Потому что вот эти вот адреналиновые штуки, они на самом деле драйвят очень и помогают. Так, самоидентификация, друзья, понятно? Понятно, что нужно делать? Вам нужно называть себя уже тем человеком, у себя для начала, лучше вслух, чтобы никто не видел там, в зеркало скажите. Вот как в моем случае было, я тренер нейролингвистического программирования. Окей, там кто-то называет себя владельцем бизнеса. Если вы этого хотите, если вы к этому стремитесь, прям берите и вживляйте в себе вот эту вот идентификацию. Дальше, по поводу моделирования. Очень важно, когда вы хотите какого-то результата, но у вас еще его нету, найти человека, который уже этим результатом обладает. Сейчас в эпоху интернета это вообще не проблема сделать, да? Это сделать достаточно легко. Сейчас сделаю себя большим, я нравлюсь, когда я большой себе. Почему это важно? Потому что это будет для вас хорошей подсказкой, это будет для вас очень хорошей подсказкой, и вам стоит обращать внимание. Потому что, смотрите, если вы еще чем-то не обладаете, а этот человек уже чем-то обладает, то, скорее всего, в поведении, в способностях, в убеждениях, в ценностях, в верованиях будет большая разница. И нужно за этим человеком наблюдать, обращать внимание на основные вещи, которые я вам уже показывал на слайде. Это обращать внимание на то, что он верит, на то, что для него ценно и важно, обращать внимание на его позу, на личностные качества, и не просто обращать внимание, а постараться их копировать. В НЛП это называется моделированием. Если вы понимаете, что человек в чем-то убежден,
и это убеждение способствует его росту и движению к цели, то это убеждение стоит брать себе на заметку и стараться у себя сформировать веру в это убеждение. Иначе будет сложно. Потому что от убеждений, верований очень много зависит. Если человек не верит, что он во что-то способен, то он и не будет ни во что способен. Это уже четкий и проверенный факт. Хорошо, с моделированием понятно. То есть мы находим человека, который уже это умеет, который уже обладает этим результатом, и начинаем его копировать. Копировать в позе, в жестах, в убеждениях, в верованиях, в тех вещах, которые вы только можете скопировать. Сейчас поясню. Вы все равно 100% не сможете его скопировать. Что-то у вас будет оставаться свое. Но если вы будете понимать, что эти вещи, они двигают его и обеспечивают его этим результатом, то вам, скорее всего, эти вещи придется в себе развивать. Дальше. Последнее и самое важное – это ресурсное окружение. Здесь почему я назвал это не просто окружением, а ресурсным окружением? Потому что окружение, менять его достаточно сложно. И очень важно найти тех людей, которые уже в теме. И, допустим, если вы были, допустим, просто работником, а стали предпринимателем, то стоит больше общаться с предпринимателями. Почему это важно? Потому что, то есть я это пометил как уже в теме, потому что эти люди, вы будете бессознательно их копировать. Это тоже вот все в одну кучу, да? Вы будете бессознательно копировать привычки, будете обучаться чему-то новому, и очень важно создать этот круг. Как было у меня, когда я хотел получить тот результат, который я хотел и получил. Я просто сейчас беру за пример. Я старался чем больше общаться с разными тренерами. С разными тренерами, которые уже в теме, которые уже работают и с психологами, и с тренерами и так далее и тому подобное. Очень важно еще в плане окружения найти тех людей, которые вам будут не то что примером для подражания, да, это не для моделирования, а тех людей, которые будут просто вас поддерживать. Или хотя тех, которые будут вас поддерживать, вот, что бы вы ни решили. Таких людей не совсем просто найти на самом деле, но они есть. Как вы это будете делать, я не знаю, но это важно. Я для себя лично делал выбор, что если человек, во-первых, смотрите, если он меня не может поддержать меня, да, а наоборот пытается каким-то образом отговорить, да, Юр, кем ты себя возомнил там и все такое. Вот я с этим человеком на время просто прекращаю общение. Не ругаюсь с ним, там, не обижаюсь на него. Я понимаю, что общение с этим человеком будет доставлять мне больше дискомфорт и будет меня разубеждать в том, что я хочу. И таким образом я оставлял людей, тех, которые просто не мешали и были нейтральны к моей цели и к моим желаниям, да, и искал людей, которые могут меня в этом поддержать. Это тоже очень важно. И следующий момент, возможно, вам понадобится коуч или ментор. Коуч – это человек, который за деньги вам задает грамотные и правильные вопросы, которые приближают вас к достижению желаемого. Да? Ментор – немножко другая профессия, это даже профессией нельзя назвать. Это тот человек, который уже добился успехов в том, чего вы хотите, и он просто готов с вами делиться опытом. У меня ментор был в плане тренерства, и он даже сейчас есть. Я не платил ему деньги, мы были, наверное, у нас был такой вин-вин, то есть он наставлял меня, подсказывал мне, что делать, и я тоже в ответ ему делал какие-то приятности. Когда он приезжал в Беларусь, я там устраивал ему экскурсии абсолютно бесплатно, там делал какие-то подарки. Такой вот был просто обмен. Человек искренне делился со мной своим тренерским опытом, но я искренне как мог его благодарил. Хотя у нас не было каких-то финансовых обязательств. И у меня были и продолжают быть коучи. Да, коучи. Коучу приходится платить. И в этом тоже ничего плохого. Могу сказать так, что без коуча
цели достигаются сложнее, к ним тяжелее идти, больше времени на это уходит. А с коучем легче. Можете взять меня в качестве коуча, можете найти любого другого специалиста. Вот такие вещи, которые вам стоит иметь в виду, если вы хотите добиваться большего в жизни. Давайте коротко повторимся. Первое – это позитивная формулировка целей, без отрицаний, именно позитивная. Да? Дальше переформулировать цель, если не понимаете, как без отрицания сформулировать цель, посмотреть, что вы дальше хотите, заглянуть за цель. Дальше умение диссоциированно представлять себя. Причем это классный навык даже в каких-то мелких вещах. Вот даже начиная, даже если говорить о там, банально утренней пробежке или даже там, о каких-то приседаниях, там, когда представляете себя со стороны, вам легче это начать делать и легче достичь эту цель. А если говорить про большие цели, опять же, к моей истории, я реально представлял себя со стороны, как я веду группу там, и так далее, работаю. Сейчас у меня немножко другие цели. Я продолжаю любить вести группы и с радостью этим занимаюсь, но пока ковид, да, мы осваиваем онлайн пространство. Иметь в виду модель ТОУТ, что, то есть вам нужно еще обязательно иметь такой некий навигатор и понимать, вы вообще к цели движетесь, либо вы от нее отдаляетесь. Это очень важно. Дальше. Проработать ресурсы и препятствия. Из препятствий можно сделать небольшие цели и найти, как их достигать. Ну и то, что последнее я говорил, поработать с самоидентификацией, научиться себя называть определенным образом, помоделировать других, понаблюдать за другими людьми, которые уже обладают данным результатом, и, возможно, найти себе ментора или коуча и заручиться поддержкой вашего ближнего круга. Очень коротко. Сейчас я повторю все, что мы изучили. Оцените сейчас, насколько вам был полезен наш прямой эфир, что вы нового для себя узнали, и мы еще немного пообщаемся с вами. И, возможно, у вас есть какие-то вопросы, я готов на них сейчас ответить. Если вопросов как таковых нет, мы сейчас еще разберем Светлану. Светлана, а вы пока, Светлана, напишите, что с вами происходит. Опишите ситуацию, чтобы я не вспоминал, а то, знаете, время прошло уже прилично. В чем ваша задача? Я сейчас постараюсь вам помочь. Очень буду рад вашим лайкам, комментариям. Делитесь этим прямым эфиром. Друзья, кто нас смотрит на других площадках, переходите в YouTube. Тут полноценная трансляция с презентацией, с хорошим звуком, с хорошим видео. Очень интересно и полезно, помогает все систематизировать. Да, вот системность, она важна на самом деле. Когда у нас есть какая-то системность и структура, то это становится намного понятнее, прозрачнее, и у нас высвобождается больше энергии. Отлично, десяточка, Наталья, супер. Наталья, Юрий Пузыревский в любой социальной сети, в поисковике, можете зайти на наш сайт NLPerby, там есть мои контакты, свяжитесь со мной, пообщаемся. Интересна работа коуча. Мне очень понравилось, 10 я узнала от подруги, что я дементор. Отлично. Дементор — это вы динаментор для нее. Да, это очень здорово, что люди могут становиться друг для друга менторами. Это прям очень круто. Хорошо, спасибо за обратную связь, спасибо, что были со мной. Мы еще какое-то время побудем в эфире для того, чтобы помочь Светлане сдать экзамен. Так, Юрий, так, было 6 попыток сдать экзамен. Отлично. Воспроизводим. В чем ситуация? Ситуация в том, что Светлана умеет водить автомобиль. Накануне все делаю практически идеально, а на экзамене допускаю какие-то нелепые ошибки. Отлично. Ситуация в том, что Наталья хорошо водит машину, когда нету рядом сотрудника ГАИ. Если я правильно понимаю, то все происходит именно так. Я вам напишу. Отлично. Хорошо, Наталья. Буду рад. Буду рад. Тем более, а вы, кстати, в Минске находитесь? Тоже интересный момент.
Как можно попробовать решить этот вопрос? Ну, смотрите, если такая ситуация, то, скорее всего, сам факт экзамена создает у Светланы стресс. Либо присутствие этого человека, который решает ее судьбу, да, легким движением шариковой ручки, сдал, не сдал, то появляется стресс, страх, волнение, работают эмоции. Работают эмоции, и эмоции, скорее всего, очень интенсивные. Эмоции, скорее всего, очень интенсивные. А когда у нас работают наши интенсивные эмоции, у нас есть три мозга, да, наверное, вы знаете. Есть рептильный мозг, самый примитивный, он отвечает за инстинкты. Это вот как отдернуть руку от костра, от горячего, там, за размножение он отвечает и так далее. Следующий мозг у нас лимбический или лимбическая система. Лимбическая система как раз таки отвечает за эмоции и стремится всегда к удовольствию. И есть наш умный мозг, наш неокортекс. И в чем здесь фишка? Здесь фишка в том, что наш рептильный мозг и лимбический мозг, лимбическая система, они были сформированы в процессе эволюции куда гораздо более раньше, чем появился наш умный мозг или неокортекс. И когда бушуют у нас большие эмоции, тогда лимбическая система, она блокирует работу нашего умного мозга. То есть мы начинаем, скажем так, больше пользоваться инстинктами и некими эмоциональными вещами, чем умным мозгом. И управлять этим практически невозможно, но возможно, я вот так скажу. Светлана, вы тут на связи у нас? Сейчас поясню, как. Вам нужно постараться перехитрить эту лимбическую систему. Давайте попробую объяснить, как вы можете это сделать. Смотрите, когда вы ездите с инструктором, вы понимаете, что не решается ваша судьба. Это тоже как раз таки вопрос идентичности. То есть он вас ничего не лишает, условно говоря. А если говорить про сотрудника ГАИ, который принимает у вас экзамен, он лишает вас больших возможностей. То есть он лишает вас возможности ездить за рулем самостоятельно, где-то, без инструктора. То есть понимаете, о чем речь? То есть для вас ценность водительского удостоверения очень велика на данный момент. И вы испытываете от того, что он, вот на самом деле, вы напишите, так это или нет, что для вас ваш экзаменатор, сотрудник ГАИ, он для вас как палач. Вот напишите, так это или нет. Скорее всего, вот этот паттерн, он у нас формируется в детстве, когда нас ругают и оценивают за плохие оценки. Сейчас поясню. Когда мы в школе сдаем экзамен, контрольную работу, сдавали экзамен, и нам ставили хорошую оценку, то мы были хорошим мальчиком, хорошей девочкой. А если нам ставили двойку, там, я не знаю, по какой системе вы учились, я в школе учился еще по пятибалльной, то вот эта оценка, она как раз-таки говорила нам, что плохой мальчик, плохой ученик. И это глубоко у нас сидит. То есть для нас на самом деле вот эти наши учителя и экзаменаторы, они вроде как являются таким большим авторитетом. И вот эта вот оценочная система, она заставляет нас думать о себе нересурсно. Сейчас постараюсь пояснить, что это значит. Это значит, что, ну давайте вот вспомните, когда вы учились в школе, что рассказывали вам учителя и родители в том числе. Ну, я не говорю, что все так делали, но многие так делали.
что тот, кто плохо учится, его ждет тюрьма, его ждет алкоголизм, там еще что-то. По жизни как раз была отличница. Вот я об этом и говорю, Светлана. Очень здорово, что вы пишете. И если человек учился хорошо и вел себя примерно, то ему говорили, что он будет хорошим человеком там, и так далее и тому подобное. Но эти вещи, они на самом деле не взаимосвязаны от того, кто как учится. Не было плохих оценок. Так вот сейчас, скорее всего, Светлана, вот так как вы были отличницей, и так как у вас не было плохих оценок, вы сейчас, скорее всего, испытываете вот что. Вы испытываете страх, что если вам, у вас 2 оценки есть сейчас на вашем экзамене водительском, сдал, не сдал. Сдал — это классно, это отлично, не сдал — это 2. И вы считаете, что сейчас этот человек вершит вашу судьбу, и он может вам сказать, условно говоря, своей несдачей, что вы плохая, а вы этого боитесь. И вам нужно, во-первых, научиться себе говорить: я классный водитель, даже если я не сдаю экзамен с 1-го раза. Смотрели, может быть, техника даже если на моем канале был. Вот это важно прям. Вот прям научитесь себе говорить, что прям повторяйте каждый день по 10 раз. Я классный водитель, даже если я волнуюсь. Я хороший водитель, даже если я волнуюсь. Прям повторяйте много раз. Дальше. Перестаньте постарайтесь перестать воспринимать инспектора ГАИ как вершителя вашей судьбы. Вам нужно понять, что это просто обычный человек, который просто делает свою работу, и он ни в коем случае не имеет права решать вашу судьбу. Что происходит? То есть вы, когда сдаете экзамен, вы становитесь маленькой, а он становится большим. Ваша задача сделать так, чтобы вы стали одинаково. Вы прям можете метафорично у себя в голове вот это представить, что вы одинаковые. Каждый следует своим целям. Вам нужно еще осознать, что у него вот вообще нету цели вас завалить. Его задача выпустить на дорогу человека, который может управлять машиной в стрессовой ситуации. А эту стрессовую ситуацию вы сейчас воспринимаете, потому что вы думаете, что он большой и от него зависит ваша жизнь. Вам нужно постараться видеть его другим. Видеть его человеком, равным себе. Ну и плюс ко всему, вам нужно создать ресурсный якорь. Вот напишите, пожалуйста, вы когда в школе сдавали экзамены, поняла, найду технику. Вы когда в школе сдавали экзамен, вы волновались или нет? Напишите. И как вы себя чувствовали потом, после экзамена? Мне нравится ваш стрим. Мне тоже нравится наш стрим. Классный стрим. По средам будем делать стримы. Где-то с 21 начало будет до 21:30. Через 2 недели сделаю вам стрим с моря. Постараюсь, если интернет будет хороший. Очень волновалась Мариша. А я вот у Светланы спрашиваю. Как происходила сдача экзаменов в школе? Как это было? Пока Светлана пишет, я попрошу вас поставить лайки этой трансляции и подписаться на канал, если вы еще не подписались. Следующий стрим мы сделаем в следующую среду. Тоже приблизительно в это время. Где-то в 21-21:30. Как только я прошу поставить лайки, у нас сразу участников становится меньше. Хорошо. Светлана, вы еще с нами? Простите, я пропустила
Нет, никогда с экзаменами проблем не было. Вот, Светлана пишет, нет, никогда с экзаменами проблем не было. Отлично. Вспомните, как вы шли на экзамен и как вы с него выходили, когда вы получали, всегда себя чувствовал уверен. Ну, давайте сейчас. Что вам нужно сделать? Давайте очень быстро постараюсь вам объяснить. Вы проделаете это после. Вам нужно вспомнить, как вы сдавали экзамен. Причем вам нужно вспомнить, как вы сдавали экзамен, в котором вы были уверены. Ассоциированно вспомните, как вы шли на какой-то экзамен, неважно, в школе, в университете, с закрытыми глазами. И прямо прочувствуйте себя, как будто вы сейчас на самом деле сдаете. Ощутите эту уверенность и поставьте себе кинестетический якорь. Что это значит? Найдите на своем теле какое-то место, которое будет являться для вас якорем. Можете где-нибудь здесь. Но очень важно, чтобы якорь, он был... То есть возьмите какую-то одну точку, но это не должно быть ладонь. Это может быть верх ладони. Энтони Роббинс так делает. Он вот так себе якоря ставит. Можете взять модель Энтони Роббинса. Вспомните, как вы шли на экзамен, ощутите это состояние и в этот момент сделайте несколько раз вот так. Потом вспомните еще раз какую-то другую ситуацию, где вы шли на экзамен, где вы успешно его сдавали, вы чувствовали себя уверенным. Сделайте еще раз вот так. Таким образом, вы здесь себе сформируете якорь, кинестетический якорь, который будет вам давать эту уверенность. Потом, когда вы будете работать с инструктором, когда вы будете делать эти упражнения водительские, будете чувствовать себя уверенно рядом с инструктором, прямо не выходя из-за руля. Сделайте еще раз несколько вот так. Заякорите у себя эту уверенность. Дальше что вам нужно будет сделать? Когда вы несколько якорей, то есть ваша задача сейчас находить, вспоминать в своем опыте случаи, когда вы чувствовали себя уверенно в аналогичных ситуациях, при сдаче экзаменов и так далее, и так далее. Когда вы перебираете эти случаи, вы как бы накачиваетесь уверенностью и подкрепляете якорем. В следующий раз, когда вы пойдете сдавать экзамен, перед тем, как сесть в машину, ваша задача воспроизвести этот якорь. Можете прямо перед милиционером это сделать. Вы начнете чувствовать себя уверенно. Можете до того, как войдете в машину, сделать. Ваше состояние очень сильно изменится, ваше состояние очень сильно поднимется. И у вас будет все классно, у вас все получится. Если это не поможет, я вас приглашу поработать в индивидуальной консультации. Мы с вами сделаем какую-нибудь хорошую технику, которая поможет вам понизить этот уровень стресса. Надеюсь, помог. Жду ваших результатов. Напишите, когда вы пойдете в следующий раз сдавать экзамен. Может, уже на следующий стрим вы с правами придете. Или вы перестанете ходить на стримы, когда получите права. Хорошо. Хорошо, друзья. Если есть еще какие-то вопросы, можете их задать. Если есть какие-то темы и предложения для следующих прямых эфиров, можете написать их прямо сейчас, пока идет трансляция. Еще буквально 2 минуты потратим времени и на этом будем завершать. Спасибо за то, что вы пришли. Кто еще лайк не поставил этому стриму, обязательно поставьте лайк. Если вы не подписаны на наш канал, можете обязательно на него подписаться. Вот. И на этой веселой нотке мы будем завершать нашу трансляцию. С вами было классно провести время. Следующий прямой эфир в следующую среду. А в пятницу выйдет видео про фокусы языка. Давно просили, поняла, как раз такую технику искала. Пересдача 10 октября. 10 октября это отлично. 10 октября, сейчас посмотрим, это у нас когда. Это суббота. Вот как раз через 2 недели. А вы можете потом в комментариях к этому стриму написать, что у вас получилось, если получилось. А если не получилось, то я попрошу вас поработать индивидуально, потому что прямой эфир как раз таки ограничивает некоторые вещи. Мы здесь не можем говорить о личных вещах и делать соответствующие техники. Юрий, огромное вам спасибо. Воодушевилась, боюсь, не засну. Заснете.
Хорошо, друзья. Большое спасибо за прямой эфир. До скорых встреч. С вами был Юрий Пузыревский. Рад всегда вас видеть на прямых трансляциях. Можете прямо писать темы к следующим прямым эфирам в комментариях к этому видео. А мы на этом завершаем. Пока-пока.